Женщины гранатки раскидать, а мужики выйти вдать в голову. Вечный вопрос, как принять бесплитный мороженое вдвоем. Там джакузи рядом, ау. Ты хоть раз его использовала? Я пыталась. Вы красивые в кадре? Очень? Очень. Хорошо. Всем привет! С вами Virtus.pro и Карина Кари. И сегодня мы будем обсуждать разные интересности с девчонками из Virtus.pro Angels. Девочки, привет! Привет. Как ваше настроение? Класс. Классная. На самом деле, я сегодня пришла, и все просто спали. Хочется поговорить сегодня с вами о 3 вещах. Это то, как вы сейчас играете, так как вы уже более 2 месяцев вместе, какие-то притирки. Второе — это про вашу жизнь на буткемпе. И третье — про медийность, которой вы сейчас начали заниматься. Итак, вы уже больше 2 месяцев играете вместе. Вот чем отличается первая игра и игра, которая вот по сегодняшний день? В первой игре у нас не было структуры от слова вообще. То есть мы играли на индивидуалке, и геймплей был абсолютно другой. Сейчас мы начали добавлять там раунды, заготовки всякие, и кто-то теряется, кто-то забывает что-то. В общем, вся эта притирка, в игре она тоже существует, и, в общем, было, был спад, был подъем. Сейчас мы уже исправляем ошибки, и, в принципе, становится получше, да, Маша? Я вообще не с вами, как бы. Да. Да. Вы уже сыграли кэшкап. Пунька средненько. Да. Сыграли один кэшкап, пришли в финал, но в BO3 что-то не пошло. Ну, на нервах, на самом деле, потому что у нас было только 2 игрока, у которых до этого было ХЛТВ, профиль. И матчи кэшкапа, они в основном в финале, если ты играешь против хороших команд, которые с именем, они выходят на ХЛТВ. И трое из нас, впервые, оказались на ХЛТВ, и ручки затряслись, ножки затряслись, и все, в общем, переволновались, и, в общем, играли не свою игру, вот так. И у нас еще были постоянные паузы, типа технические, которые ставили противники, и мы сидели в поплаве небольшой. Там сначала, тактические паузы можно поставить, можно техническую поставить, и техническая, она очень долго длится. А девочка вылетала постоянно. Вот, и приходилось, ждать очень долго. Технические паузы тоже выбивают из колеи, да? Да, даже 30-секундная тактическая может уже расслабить немножко, и ты не фокус. Есть ли разница? Играешь ли ты против команды девушек или парней? Скорее да, чем нет. А в чем отличие? Девушки, они как-то больше используют гранаты, выходят вместе, как-то все аккуратно делают. У парней просто скорость принятия решения побыстрее будет, чем у Да нет, женщины гранатки раскидать, а мужики выйти вдать в голову. Да. И привыкаешь как-то, что ты тренируешься против мужчин в большинстве случаев, там на праках, на том же на ESA Open сидишь, против мужчин играешь, то есть уже привык к такому. Тот же фейсит играешь. 3 смока, 4 молика под ноги летит. Они, сначала дорожку протапливают. Знаешь, там 3 молика, вражеских, 1 молик наш. Они сначала прокапывают, к тебе пузо, потом уже вылезают. А вы в ответку или как парни уже начинаете играть? Мы сначала как парни пытались, конечно, задушить, но что-то как тяжело. Сначала даже подушили. Подушили, да. Без, индивидуально. Против фулпака гранат, конечно, тяжеловато иногда. Общались ли вы с другими составами Virtus.pro? Нет. Хотели? Нет. Хотели бы. С кем там? Давай передам. Надо все. Отмена. Ник начинается на F, заканчивается элит. Надеюсь, ты напишешь Кристине. Да не вставь, не бойся. Не надо представлять. Там еще есть Чего покраснела? Петр Болышев, который хотел бы, наверное, написать Кате, да? Давай Маше кого-нибудь найдем. У Маши все хорошо там, я слышала. Ну, Маша все подвязана. Да. А если бы не просто про познакомиться, а про то, чтобы перенять опыт, познакомились бы с ребятами из КСС-там? Конечно. А что бы вы у них спросили? Как принять бесплит? Вечный вопрос, как принять бесплитный мороженое вдвоем.
Ребят, кайсеры, если вы смотрите, очень ждем ответы, пишите в комментариях, подписывайтесь, ставьте лайки. Жизнь на буткемпе. Вы до этого, у вас не было ни у кого опыта проживания совместного, ну и вообще в формате буткемпа. Каково это? Ну, как в общаге, наверное. Наверное, ты вообще где-то не жила, слышишь? Молчать. Она смотрела на ТНТ вообще. Да, у нее смотрела? Молчать. Они пинаются под столом, если что. Не смотри на меня так, не смущайся. Куда вы первым делом побежали смотреть и как делили комнаты? Кто первый приехал, Кто тот и первый? забрал. То есть ты? Да. Какую комнату взяла? Самую дальнюю, самую большую. На втором? Да. Тут 2 этажа. Сразу возле туалета. Как бы. Просто золотая карточка «Орел и решка». Сразу можно пункт среднего. Там джакузи рядом, ау. Ты хоть раз его использовала? Я пыталась. Расскажите историю. У вас 4 ванных комнаты. Вы занимаете очередь в одну. Почему это так? Мы не разобрались, как включать остальные. У них и джакузи, большой Ну, душ. джакузи, ну, какое-то странное. Ну, знаешь, прям в пол так уперто. Там Как будто надо бассейн. после победы так чисто разложился с коктейльчиком. Оно Это, ожидает. да, видимо. ожидает еще. Да. Это будет точно А скоро. почему заняли ванну, которая возле меня, я вообще не... Она очень уютненькая. Да, я просто каждое утро пуф-пуф слышу вот это. Либо Не, ночью. просто я думаю, людям было очень лень разбираться на первом этаже с этим навороченным душем, и они пошли по старинке в обычный. Блин, прикольно вместе жить, да? Ну да. А нет у вас таких бытовых притирок, типа, кто не помыл посуду? Кто Нет, не- ну, Мы каждый вечер разбираемся С друг другом. с посудомойкой. Как сказать? Ну, мне пришлось чинить посудомойку, чтобы мы не мыли это руками. Ну, типа, не то, что починить, а разобраться, почему она не запускается. мамочка. Мама, да. О, У нас есть свой дневничок на кухне, который лежит, и мы туда записываем там дату, день недели и время. То есть, и каждый А может пишет... принести его показать? Ну, хочешь, покажи. У меня микрофоны не полетят. И, короче, там у каждого, ну, имя написано и, ну, какая-то фраза там, или что он думает. Типа, вы желаете друг другу что-то? Нет, или- просто там вот пишет «хочу спать», например. Хочу есть. Хочу есть. Склейка. У нас появились конфеты, журнал, который как статусы ВКонтакте в режиме онлайн, да? Да. Выходит? Что тут у вас? Короче, девчонки пишут, что хотите в моменте. Да, мы вот подходим к тетрадке, пишем время, дату и имена. Дальше мы что думаем, что То и чувствуем, то и пишем. Это самое прикольное здесь. Выясняю, кто забил туалет на втором этаже. Признавайтесь. Тут должно быть имя, чистосердечное признание. Тогда будете без штрафа. И кошечки. Там был еще какой-то нарисованный мужчина. Это кто? Тренер наш. Sunlight. Если вы не видели тренера, то вот. Если вы не видели доллары, то вот они. Это призовые. Призовые, да. Пачка чипсов. Расскажите вообще про ваш режим работы, график. Когда вы свободны, когда вы тренируетесь, когда вы пишете цитаты. С 2-3 у нас начинаются разборы праки. Ну, обычно с разбора начинается, а заканчиваем примерно с 8 до 10, где-то так. То есть либо в 8, 9 или в 10. Ну, в зависимости, Бывает сколько даже в работы. 11. Да, сколько работы и сколько начали. И до времени этого у нас свободное время и после, получается. Но при этом мы должны еще индивидуально тренироваться. То есть ты должен сам выбрать, когда тебе утром удобнее, вечером. Есть люди, которые тренируются утром, но это Доброе утро. из разряда невозможного, я считаю. Есть люди, Встать которые штрафы получают. раньше 12 дня, ну, это не то. И мы просто сани такие. Да, это у них жесткий режим какой-то, не знаю, не пропускают его. А я слышала, что у вас разделилось на 2 лагеря. Те, кто ложится поздно, просыпаются поздно, те, кто ложится рано. Я так понимаю, Это ты, я и да? я, когда мы ложимся с ней где-то часов 2-3, встаем, вот она в 10, я в 11, и Вместе. просто ндемим, там играем вместе. Разносят, шпилят ДМ. Ну, Сколько я часов? с люпа просто с окна падаю, убиваю ее. Кричит мясо. И будет остальных. Сколько часов индивидуальных тренировок, индивидуальной игры? 1,5-2 Часа? Но если фейсит, еще больше. Ну да, если фейсит еще больше. Там 4 может можно, вообще да. в день до 15, наверное, достигать, мне кажется. Ну, с тренировкой вместе. Да. Медиа-часть. Вы стали достаточно активнее, постить в Телеграм, вести стримы. Расскажите про вот
эту часть своей жизни, как изменилась публика, которая вас смотрит, увеличилось ли число подписчиков, пришли ли подписчики из комьюнити Virtus.pro? Да. Я сдержусь. Ты про... Да. Так, давайте, вы не постоянно Ну, вообще, когда мы договариваете? играем всякие там турниры, вот на канале Мео, у нее есть кастер, свой собственный кастер. И фанаты ВП, они очень добрые, они такие гоу-гоу. Болеют очень сильно. Да. Там эти, как называют? Кричалки. Кричалки пишут. Супер крутые. Что там пиво льется Спасибо через за это. стойку. Там рифма просто идеальная. Мы там взяли какую-то фразу, что-то с мажора подотенное, там пиво льется через стойку или что-то такое, там какая-то игра выигрывает другую, и какая-то команда выигрывает другую, и какая там была рифма? Пиво льется Там через стойку, VP Angels выигрывает Winter Cash Cup. Да, там такая рифма, типа, ее причем нет вообще. Типа Там- плохая рифма, да, но все равно все это смеются с этого почему-то. Да, так смешно было, когда мы видели. Короче, по-доброму вас приняло комьюнити Virtus.pro? Ну да, ну, чтобы хейтеров, я не- Ну, есть ну, чуть-чуть. есть, но их очень мало. Они сразу бум. Они скрываются в этих низинах комментариев, там где-то, ну, мы иногда это подчекиваем, но в основном 80-90% они, наоборот, поддерживают, да, и ну, там на стримы заходят и подписываются все-таки. Растет комьюнити, да, Катюш? Да. Насколько выросла? Очень много. А сколько было вот до ВП и сейчас? На Твиче вроде было 8 тысяч, или 7, я не помню. Сейчас почти 19. И в Телеграме где-то 3000 прибавилось. Офигеть. Да, прям, ну, хороший прирост. Каково это стать медиа такой Круто. популярной? Нравится Да. тебе? Я постоянно вижу, что ты каждый день постишь и выходишь. в стримы. Медиа-джант. Да, ну, хочется еще больше. Но чтобы было еще больше, надо работать. Что-то делать. А есть прям фанаты, которые такие присылают что-то? Да, есть. Что прислали? Мне как-то... в общем, мне утром прислали цветы, я это выложила в Телеграм. И один мальчик через моего модератора узнал, как мне это отправить. И там они как-то скооперировались. Вот. И мне присылают еще один букет. У меня же просто вас нет, некуда ставить. Но это было очень мило. У меня Блин. такого никогда не было. Приятно. Мгм. Прикольно. А ты знаешь, кто это? Да, я знаю, кто это. Вы общаетесь теперь? Ну, он модератор теперь у меня. Прикольно. Но мы не общаемся. На улице еще к тебе подходили фоткаться. Да. Вообще абсолютно в рандомном месте ко мне подходит человек. И, ну, мы сидим, общаемся с девочками. Ко мне человек сзади подходит. Катя, привет. Можно сфоткаться? Я такая, что? Как так? Ну, как бы не маленький город. Это приятно или Это- больше ну, это- сковывает? Ну, было стрёмно, потому что это был первый раз. А так, Мгм. ну, прикольно. Я маме рассказала, она такая, нифига ты популярная. Я такая, ну да, мама. Ну что, я предлагаю сыграть в игру, насколько вы хорошо друг друга знаете. Вам надо будет закрыть глаза, я буду говорить фразы, а вы показывать на человека, с которым эта фраза ассоциируется. Ну, кому она больше подходит. Можно на себя, можно друг на друга. Вы готовы? Да. Yes. Yes. Опа. Итак, вы готовы? Закрыли глаза? Закройте. Кто дольше всего спит? Мгм. Кто лучше всего играет? Маш, Все, как 3 пальца показать? ну выбери одного. Все, одного, ну ладно. Как раз одного. Интересный выбор. Мгм. Кто дольше всех красится? Ой, я не знаю. Маш, ты играешь, нет? Я 5 секунд... Ой. Давай. Кто дольше всего Ой, не красится? знаю, кто сколько красится. Мгм. Кто больше всех ест? Странный вопрос. Кто лучше всех шутит? Мгм. Кто из вас больше любит котов? Кто из вас лучшие игроки в VP Angels? О, Маш. Можно глаза открыть? Да, давайте. Мамилахи.
Итак, что скажете напоследок фанатам Virtus.pro и своим фанатам? Придумайте Ставьте нам лайки, кричать. подписывайтесь на канал, придумайте кричалочку, чтобы такая разрывная была. Чтобы разрывная и не матная. Без мата. Пишите комментик, что нам сделать в следующем выпуске. Какой формат вы хотите? Давайте, всем пока! Пока!